Весь XIX век Британская империя являлась главным геополитическим противником России, поэтому она всегда поддерживала наших противников, независимо от своего личного к ним отношения. По объективным причинам, именно к османскому государству островитянами в то время чаще всего применялся принцип «враг моего врага – мой друг». Но когда в ходе болгарского восстания 1876 года турецкие башибузуки сожгли и опустошили сотни христианских деревень, английское общество было настолько возмущено, что правительство оказалось вынуждено дать возможность русским наконец-то разобраться с турками. Кто же такие эти башибузуки? Османский бейлик, предшественник Османской империи, не имел регулярных военных сил и опирался на ополчение подчиненных тюркских племен. Но не менее важную роль в его стратегической системе играли добровольцы из восточных сельджукских княжеств, которые желали во имя веры сражаться с греческими христианами. Они де-факто не подчинялись султану, но обращали оружие против его врагов. По мере укрепления османской державы и преобразования ее в настоящую империю, эти контингенты были преобразованы в войска Акэнджи и регулярную легкую кавалерию, которая охраняла границы, разоряла территорию вражеских государств, а во время похода выполняла задачи разведки и караульной службы. Когда европейцы подтянули свое военное дело, у них появилась хорошая стрелковая пехота, а также крепкие, но подвижные гусарские части. Поэтому в эпоху нового времени Акэнджи утратили свою актуальность. Их место в османской армии тогда заняли воины крымского хана, такие же легкие кавалеристы, только более дисциплинированные, поскольку подчинялись уставам Чингисхана. Но после утраты Крыма, урезанной Османской империи, снова стало не хватать солдат. Тогда и появились те самые башибузуки. С турецкого это понятие переводится как «испорченная голова». По смыслу оно означает что-то вроде без руководства, поскольку у этих добровольческих отрядов не было лидера. Но слово всегда использовалось в ином значении – «сорвиголова» или «сумасшедший». Наемники-добровольцы из Албании и азиатских провинций получали от государства продовольствие, а иногда оружие и обмундирование. Но жалование им не выдавалось, предполагая, что эти люди должны кормиться с войны. Использование таких отрядов позволило снизить расходы правительства, которому требовалось контролировать огромные территории. В России в то же самое время и в тех же целях Аракчеев придумал военные поселения. В XIX веке главным противником Стамбула стала Россия. Ее была призвана сдерживать регулярная османская армия. Вторую опасность представляли повстанцы балканских христианских народов, им противостояли в первую очередь башибузуки. Однако, любые попытки отправить их в бой против русских солдат всегда заканчивались поражением. Но с повстанцами они воевали лихо, и в подавлении мятежей порой переходили всяческие границы. Помимо религиозного пыла, на войну их влекла другая, не менее важная страсть. Основу башибузуков составляли албанцы, черкесы, крымские татары, курды, цыгане и добровольцы из восточных анатолийских племен, которые и тогда, и сейчас не считали себя турками. Европейские провинции Османской империи всегда были намного богаче азиатских, а потому их основным стимулом являлся грабеж. Турецкое командование даже было вынуждено их придерживать время от времени, чтобы от болгарских и сербских сел не остались одни угольки. После русско-турецкой войны 1877-1878 годах стало ясно, что формирование башибузуков себя не оправдали. Их действия вызвали большой общественный резонанс, а при крупных боестолкновениях они проигрывали даже болгарским ополченцам, не говоря уже о русских. Поэтому после неудачной попытки преобразовать их в регулярные войска, башибузуков решили отправить на восток. Впрочем, и тут они отличились. Нарастание национальной борьбы армян за свою независимость спровоцировали именно эти горячие головы.